Значит, вот где место для солнца. Если я помещу его сюда, мы можем спасти мир. Верно? Но если я хочу вернуться домой, мне придется разбить его. Что же мне делать? Что будет правильным? Что только что произошло? Отойди, юная леди, эта машина опасна. Да это же просто груда хлама, так что я просто... Погодите! Почему вы хотите уничтожить этого робота? Мы уже сталкивались с подобными зловещими машинами. Что ж, вы явно ошиблись. При встрече он не напал на нас, а только оборонялся. А сейчас он вообще едва двигается. Так что он не смог бы представлять угрозу, даже если бы захотел. Все-таки хочет? Нет, я не это имела в виду. Как мы можем быть уверены? В нашем путешествии домой нельзя оставлять потенциального врага у себя за спиной. Лопатник прав, куколка, так что проваливай. Слушайте, прошу, просто поверьте мне, ладно? Я так понимаю, вы оба тоже не отсюда. Но этот робот, кажется, что-то знает, и, возможно, он наш единственный шанс вернуться. Мы не желаем зла, но не можем рисковать. Отойди, и мы разберемся. Ха-ха, ну понеслась. Не трогай девушку, сосредоточься на машине. Возможно, она под ее контролем. Я сваливаю. Начал думать, что заржавел. Не хочешь помочь? Думала, не попросишь. Стой, я не это! Так и знал! Отпусти ее, мерзкий дух! Происходит! Бегите к вершине этой горы! Ладно. Они оторвались. Брось меня и продолжай драться! Ты же не парился, когда я шлепнулся в первый раз! По кодексу чести я не оставлю друга. Плечом к плечу мы встретим судьбу. Давайте-ка все секундочку передохнем, ладно? Наша встреча была не из приятных. Но, думаю, робот теперь все объяснит, раз он снова активен. Верно? Моя основная функция — помочь вам вернуться домой. Но для этого нужно сотрудничество. Слушай, приятель, я чую подвох и обман за версту. Сам не раз попадался на таком. Но я не признаюсь в них.
Доложи свои намерения. Он говорит, нужно работать вместе, чтобы вернуться с помощью наших сил. То есть, чтобы вернуться, нам надо слушать эту железяку? Если это приведет нас домой, то путь стоит рассмотреть. Но знай, машина, наше доверие нужно заслужить делами, а не словами. Принято. Ладно, теперь, когда мы все выяснили, ты можешь меня уже поднять! Так что во имя всех святых здесь происходит? И что важнее, как нам вернуться домой? И что это за красные звезды, которые раскидывают нас куда попало? Не поймите неправильно, я никогда не откажусь от приключений, но кажется, с меня... Хватит. Он из моего тебе дома! капканы? Привет! Машина. Я сокрушу... Стой, кто вы вообще такой? Чашек? Вернись сюда, ты наглая миска! Это порталы. Результат колоссальной мультивселенской катастрофы. Это источник энергии, но и инструмент, если использовать правильно. Если портал не формируется рядом с аномалией, это может привести к проявлению их способностей из их родных миров. И если это попадет не в те руки, целостность нашей реальности будет невосстановима. Ну, конечно. Как нам уйти? Никак. Появление и направление порталов всегда случайны. Единственный способ точно выбрать цель – поглотить их энергию напрямую. Но обычно это невозможно контролировать. Для их использования нужно соответствовать требованиям, но пока что только я могу пользоваться ими. Вот где начинается наше сотрудничество. Мне нужно, чтобы вы помогли мне выследить изгоев, чтобы я мог извлечь их энергию. Кто знает, сколько они уже собрали. Достаточно одного, чтобы отправить вас всех домой. Кто эти изгои, о которых ты говоришь? Они... злые роботы, которые хотят захватить мир, потому что они злые. Мы их рано или поздно встретим. Не можешь просто открыть еще один? Ты же делал это раньше, пока не... К сожалению, нет. Остатки моей энергии ушли на устранение этого ребенка. Что? Не хочешь сыграть с нами в игру? Ты просто путешествуешь или как? Что это вообще было? Не надо спешить. Мы можем обсудить это. Послушай, мы можем договориться. У меня есть знания, ресурсы. Что бы ты ни хотел, я могу помочь тебе это получить. Упомянутый рыцарь, избранный сосуд, судьбы, предназначенный для заточения сияния, чтобы защитить свое королевство от коварной угрозы заражения. Прости, что ты сказал? Ты о нем? Какое благородное дело! Похоже, наши судьбы переплетены неожиданным образом.
пошалить! Что теперь происходит? Это один из них. Он готовится к атаке. Ну, они не должны уметь атаковать с такого расстояния. Оно движется сюда. Готовься! Эта штука только что пролетела мимо. Грубо! Блядь. Твою мать! Несмотря на раздражение, давайте обратим это в нашу пользу. Этот мир скоро расплавится, и миллионы порталов начнут появляться. И если нам повезет, мы сможем использовать один, прежде чем отправиться навстречу гибели. У нас только один шанс. Мы не можем уйти без кружки! Он мертв. Смирись. Это не вариант! Тогда что ты предлагаешь? Взлететь и дать ему пощечину? Эй, мужик! Мужик! Посмотри на меня! Эй! 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 Смотри на меня! Проснись! Слушай, я не против дать тебя сдохнуть, если повторится. Понял? И еще, как эта штука включается? Тут есть кнопка. Хотя бы отдай мне ее. Валит этих типов одним ударом. Признаю, это чертовски приятно. У тебя тоже малярия? Нет? Простуда? Нарколепсия? Какая-то неизлечимая смертельная болезнь? Я понятия не имею, кто это. Теперь ясно, почему ты отрубаешься каждые 2 минуты. Как знаешь. Вот так. Искал такую весь день. Двигаем! Удачи, мужик! Постарайся не помереть раньше времени. Ну что ж. Серьезно? Давай, мужик, надерем ему задницу.
Что ж, теперь это бесполезно. Чувствую все. Это превосходит все мои ожидания. Ты принес поистине ценный дар, малютка. А теперь насчет нашей маленькой игры. Собирайтесь, друзья. Этому ребенку нужна компания. Голова. Ну, здесь хотя бы не так депрессивно. Ну и где мы? Одна из многих реальностей, чья судьба схожа с той, что мы покинули. Эй, можно тебя? Мэдлин, дорогая, послушай. Ты же понимаешь, что тебя убьют, так? Что? Почему? Почему? Ты только что рисковала жизнью ради этого идиота, а теперь предлагаешь помочь биться с роботами, которые могут нас прикончить? Это уже... Тебе это не по силам. И ты сама это знаешь. Может и так, но я уже утирала тебе нос. Ты взобралась на гору. Для большинства это, наверное, великое достижение. Но для этих ребят должно быть обычный понедельник. Но не забывай, я не сама забралась на гору. Мне помогла ты, помнишь? Если бы мы не нашли общий язык, у нас бы и не вышло ничего. А раз уж вместе у нас получается лучше, то почему бы не попробовать? Да и, похоже, выбора у нас нет. Но зато мы сможем проводить больше времени вместе, раз уж ты здесь. Да, интересно, как так вышло. Глянь-ка! Может, это лучше твоей лопаты? Хотя тебе понадобится новое имя. Битмен! Нет, стой! Бэтмен! Извини, юная кружка, но ничего не заменит ее. Как знаешь, этой штукой я отправлю роботов на Луну. Кстати, это что? Утка? Как будто на чайку похоже. То благородный лебедь. Верный знак удачи в нашем деле. Эй! Мои ноги не слушаются. Давайте передохнем здесь. Силы нам не помешают. Из всех мест ты выбрал жуткий бар? Сейчас не время привередничать. Стой! Кто идет? Шагнешь, разнесу на куски. О, привет. Я просто прятался здесь. Я не хотел напугать. Извини. Все в порядке. От кого прячешься? Там были страшные роботы, что сражались с человеком в плаще. Один заметил меня, но меня спасли в последний момент. Меня закрыли здесь, а он вернулся в бой. Он выглядел больным. Не знаю, жив ли он. Одного такого победить непросто.
Если он бьется с несколькими, сомневаюсь, что сдастся легко. Уверен, он вернется целым. Есть навыки или тузы в рукаве, тут опасно. Я могу говорить с Богом, но он долго отвечает. Видимо, большой босс занят чем-то куда более важным. И что с этой лампой? Не ослепнешь, если будешь держать ее перед мордой? Полагаю, кошачьи глаза иначе реагируют на свет. Я не кот. Я Ника. Обычный человек. Это должно быть солнце, которое спасет гибнущий мир. Или было. Я почти успел. Но каким-то образом очутился здесь. А если разобьется? Это будет конец мира, который я хотел спасти. Но... Ну что? Ничего. Ладно. А вот и ты! Думаю, это было странно. Да ты угораешь. Иди сюда, мелкий пи***! Перерыв окончен! Хуёвое время для сиесты! Вот блять. Грегори, это ты? Ты не Грегори. Кто ты? Ты потерялся?
Быстро залезай! Я вывезу нас отсюда! Не знаю, что происходит, но это плохо. Кто ты? Я думал, ты другой. Ладно, понял. Вижу лифт впереди. Там безопасно. Стоит представиться. Меня зовут Фредди. Можно сканировать тебя. Понял? Надо затаиться. Я не знаю эту часть пиццы. Крик! Малыш! Не бойся. Я защищу тебя. Кажется, путь преграждают странные решетки. Может, есть обход? Видишь вентиляцию в полу? Попробуй пробраться на ту сторону. Молодец, суперзвезда! Что? Ты в порядке, малыш? Жди здесь, я скоро. Там зарядная станция. Попался, глупый. Прости, но мне нужна полная сила. Не бойся, найду тебе замену. Эй, синий! Что покупаешь? Есть что-нибудь на продажу, честно? Весь ассортимент тут. Назови и будет. Эй, это же бита, которую я нашел. Нет, тебе показалось. Конечно. Ладно, мне нужно... блинчики. Блинчики были бы, кстати. Я тоже хочу блинчиков, если можно. Это будет 250 за штуку. Не парьтесь, народ, я сегодня угощаю. Извиняй, говорящая колба, но монет маловато. Наверное, я могу заплатить. Хотя, по-моему, это грабеж посреди бела дня. Что это? Какое-то приглашение в цирк? Металлолом не принимаю. Извиняй, дружок. Есть чем поделиться, лопат? Есть. Хватит на 5. Нет! Может, скидочку? Прости, друг. Возвращайся, когда ты станешь более финансово обеспечен. Всегда рад бизнесу. Сдачу оставь себе. Может, глупый вопрос, но ты используешь лопату как оружие? Вовсе нет. Да, я сражаюсь верной лопатой. Она отлично копает и лупит врагов. Хотя ее уже ломали. Однажды ее разрезали в битве с... Лорд, какое у тебя прекрасное оружие! Я недостоин его! Оставь себе. Держи и рази врагов с гордостью, друг. Я поищу материалы для починки. Давай починим твою лопату. Благодарю, Нико. Она со мной давно. Уверен, здесь есть все для починки. Дай знать, если найдешь. Хорошо. Эй, а что с твоей призрачной подругой? Спасибо за спасение, кстати. Она часть меня? Моя прагматичная сторона. Мы через многое прошли вместе. Понял? У меня есть кружек. Мы
Мы влипали в истории и похлеще. Иногда хорошо быть ребенком. Если только, конечно, тебя не тащат в тюрьму. Я не вижу тут плюсов. Разве что призраки могут буквально все. Прям как моя подруга Чалис. Она очаровывает всех. Она как ты, только без жуткой рожи. Ты так и не сказала, как тебя зовут. Разве важно? Ну, все лучше, чем звать тебя просто робот. Я не робот. Ладно, можешь звать меня Шарлоттой. Скажи, машина, как победить этих негодяев? Они серьезные противники. Проще всего перегреть их. Их оболочка защищает от энергии порталов. Но при перегреве энергия просачивается внутрь. Это помогает, но их атаки становятся хаотичнее и мощнее. Но со временем появятся светящиеся трещины. Вот пример. Ты, бей сюда. Это сигнал атаковать, пока трещина не затянулась. Это все, что нужно знать. Теперь отстаньте. Соберись, лопатный рыцарь. Ты символ надежды для них. Твоя ноша, твоя борьба. Их умы не должны знать твоей боли. Все еще грустишь о лопате? Да, точно. Из-за нее переживаю. Она мне очень дорога. Ага. Ну, смотрю, Ника там что-то мастерит. Эй, сыграем в дартс? Ну же, давай реванш. Твой вызов принят. Прости меня. Я должен был прийти раньше. Надо смотреть по сторонам.
можно мне оказать честь? Замечу твой трюк. Я тоже искал границы жизни и смерти. А значит, мои поступки, твои поступки, они рождены одним любопытством, жаждой контроля. Ты знаешь, на что способен, как легко стирать ошибки, начинать заново, пока не получишь желаемое. Не думай, что жалость к этому аниматронику делает тебя лучше. Ведь в глубине ты такой же монстр. Что ж, мне подходит. Ты вечно лезешь не в свое дело, но больше не сможешь. Признаков. Здесь ваша история закончится. Всех вас! Чем больше тянете, тем мучительнее будет смерть. Посмотрим, как далеко зайдете.
контроль. Я! Это я! Нет, это не конец. Я всегда... Всем внимание! И это все? Не расслабляемся. Каким не было бы бремя, оставь прошлое. Дорожи каждым моментом.